Здравствуйте. Это ваш инструмент на столе? Здравствуйте. Да, это мой набор для настройки. А вы занимаетесь настройкой пианино? Да, я настраиваю пианино уже 15 лет. Как вы начали эту профессию? Моя бабушка была пианисткой. Я помогал ей. У вас очень хороший слух. Это важно для настройщика. Я тренирую слух каждый день. Сложно ли научиться этой работе? Нужны терпение и практика. Есть специальные курсы. Где вы учились? В Санкт-Петербурге есть известная школа для настройщиков. Вы часто работаете с такими старыми пианино? Да, мне часто приносят старинные инструменты. Они сложнее в работе, чем новые? Да, старые нужно аккуратно разбирать и чистить. Алексей, много ли клиентов у вас в городе? В Москве много музыкантов, поэтому работы хватает. Вы ездите к клиентам домой? Или все приносят пианино сюда? Я часто езжу к клиентам. Пианино ведь тяжелое. Сколько времени занимает настройка одного инструмента? Обычно 1,5–2 часа. Все зависит от состояния пианино. Какие инструменты вы используете? Вот ключ для колков, электронный тюнер и молоточек. А если пианино совсем расстроено? Приходится настраивать несколько раз, чтобы закрепить строй. Вы меняете струны? И иногда приходится менять, если они старые или порвались. У вас был когда-нибудь очень редкий инструмент? Да, как-то настраивал пианино фирмы «Блутнер» 1901 года. Какая интересная работа! Вы тоже играете? Немного. Иногда проверяю результат, играя простую мелодию. Я слышала, что в России были семьи настройщиков. Да, раньше часто мастерство передавали по наследству. Сколько стоит настройка пианино? В среднем 3–4 тысячи рублей за один визит. Спасибо, Алексей. Теперь я многое понимаю о вашей работе. Пожалуйста. Если что, обращайтесь. Музыка делает жизнь радостнее. Привет, Ольга. Как у тебя сегодня дела на работе? Привет, Антон. Все хорошо, спасибо. Много работы в кухне. Здесь так интересно. Как ты готовишь еду для пассажиров? У нас есть специальное меню для каждого рейса. Меню зависит от направления и длительности полета. А сколько людей вы обычно обслуживаете на рейсе? Например, сегодня у нас 180 пассажиров. Это много. Как вы готовите так много блюд? Мы готовим еду заранее и упаковываем в коробки. Здесь, в авиагалерее, мы только разогреваем и раздаем. Какие блюда чаще всего выбирают пассажиры? Чаще всего берут курицу, макароны или овощное рагу.
А есть ли специальные блюда для детей и вегетарианцев? Конечно. У нас есть детское и вегетарианское меню. Круто. А как вы следите за свежестью продуктов? Все хранится в специальных холодильниках. И у нас строгие правила по срокам годности. А что самое сложное в работе на кухне самолета? Самое сложное — мало места и много ответственности. Нужно все быстро делать и соблюдать гигиену. Мне кажется, это очень важная работа. Да, вкусная и безопасная еда — залог хорошего полета. Бывает ли много остатков пищи после полета? К сожалению, иногда остается немного еды. Мы стараемся планировать меню, чтобы не было отходов. Это правильно. А куда деваются остатки еды? Все, что осталось, утилизируют по правилам аэропорта. Я читал, что в России любят подавать гречку на борту. Да, пассажиры часто просят гречневую кашу. Как часто меняется меню на рейсах? Меню меняем каждый сезон. Летом и зимой разные блюда. Спасибо, что рассказала. Теперь я знаю о вашей кухне больше. Пожалуйста, если хочешь, могу провести небольшую экскурсию. С удовольствием. Ты отличный рассказчик, Ольга. Андрей, ты уже думал, что будем есть сегодня вечером? Я тоже как раз об этом думал, Ольга. В холодильнике есть остатки борща и немного пюре. Да, я видела борщ, но на двоих его мало. У нас еще осталась курица после обеда. Точно! Можно сделать салат из курицы. Хорошая идея. У нас есть огурцы и помидоры. А хлеб у нас есть? Да, половина батона на столе. Еще вчера купила творог. К творогу подойдет мед. Это вкусно и полезно. В России часто едят творог на ужин. Интересно. Я обычно ем творог только на завтрак. Можно попробовать что-то новое. А ты хочешь что-то горячее или холодное? Я бы съел что-то горячее. Пюре подойдет. Может, приготовим омлет? А яйца у нас есть? Да, осталось 4 яйца. Хорошо. Омлет с зеленью будет вкусный. У нас есть укроп и петрушка. Я поджарю хлеб, чтобы было как в кафе. Красиво и просто. Люблю домашний ужин. Я тоже. Экономим деньги и не выбрасываем продукты. Кстати, хочешь заказать что-нибудь на выходных? Можно попробовать грузинскую кухню. Хачапури и хинкали — очень вкусные блюда. Отлично. Я давно не ела хачапури. Сегодня, думаю, обойдемся своими запасами. Согласен. Домашняя еда — лучшая еда.
Я нарежу овощи для салата. А я приготовлю омлет и подогрею пюре. Через 20 минут будет вкусный ужин для нас двоих. Здравствуйте. У меня возникла одна проблема в номере. Добрый вечер. Чем могу помочь вам? В моем номере очень шумно ночью. Кажется, шум идет с улицы. О, прошу прощения за неудобство. Вы хотите поменять номер? Да, пожалуйста, если это возможно. Сейчас посмотрю, есть ли свободные номера. У нас есть свободный номер на 5-м этаже. На 5-м этаже не так шумно? Там обычно очень тихо и уютно. Отлично. Я бы хотела туда переехать. Конечно. Сейчас подготовлю для вас ключ-карту. Вам помочь с багажом? Спасибо, у меня только один чемодан. Кстати, в номере плохо работает кондиционер. Спасибо, что сообщили. Мы все исправим. Если что-то еще понадобится, обращайтесь. Спасибо большое за вашу помощь. Скажите, завтрак включен в стоимость? Да, завтрак включен с 7 до 10 утра. Какой завтрак обычно подают? У нас шведский стол. Есть каша, яйца, сыр, фрукты. Здорово. Я люблю русский завтрак. С кашей. Каша — очень популярное блюдо в России. А как мне выехать из отеля завтра? Вам нужно сдать ключ-карту на ресепшн. Поняла. Выезд до 12? Да, до 12 часов дня. Если что, можем продлить. Спасибо. Я подумаю об этом. Спасибо, что выбрали наш отель, Анна. Спасибо вам. Очень приятно было здесь остановиться. Желаю хорошего отдыха и приятного вечера. Спасибо. Вам тоже хорошего вечера. Привет, Оля. Посмотри, пришел счет за электричество. Здравствуй, Иван. Что-то ты грустный. Счет очень большой в этом месяце. Я удивлен. Дай посмотреть. Ого, действительно много. Не могу понять, почему так дорого. Может быть, ты стал больше использовать отопление? Да, зимой дома холодно. Я часто включаю обогреватель. Обогреватель потребляет много энергии. Я знаю, но без него слишком холодно. Может, стоит надеть теплую одежду дома? Это хорошая идея. Надо попробовать. А еще выключаешь ли ты свет, когда уходишь? Иногда забываю. Надо быть внимательнее. Телевизор и компьютер тоже работают долго. Да, я часто смотрю фильмы вечером. Лучше выключать технику, когда не используешь. Согласен, нужно экономить энергию. У нас в Петербурге часто учат этому детей. Правда? Это полезно для природы и экономии. Да.
Кстати, лампочки энергосберегающие стоят? Нет, нужно купить такие лампочки. Они сокращают расход электричества. Спасибо за совет, Оля. Еще какие идеи? Можно пользоваться микроволновкой меньше. Я разогреваю еду часто. Может, использовать плиту? Плита иногда экономичнее, если много еды. Теперь я понимаю, почему счет вырос. Можем вместе составить план экономии. Отличная мысль. Запишу твои рекомендации. Главное, не забывать следить за приборами. Спасибо большое. Буду экономнее и внимательнее. Пожалуйста, Иван, мы все учимся экономить. Будет приятно видеть меньший счет в следующем месяце. Привет, Анна. Рад тебя видеть. Как дела? Привет, Алексей. Все хорошо, спасибо. А у тебя? Тоже все хорошо. Я вот думаю про карманные деньги детям. Ты уже даешь карманные деньги своим детям? Да, сыну 10 лет, дочке 8, еще небольшие суммы. Сколько ты обычно даешь им в неделю? Сыну 200 рублей, дочке 150 рублей. Они довольны таким количеством денег? Да, но иногда просят добавить чуть-чуть. А за что они тратят деньги? Обычно на сладости, журнал или небольшие игрушки. У меня племянник покупает мороженое и стикеры. Стикеры сейчас очень популярны у школьников. Ты учишь их копить или тратить сразу? Я показываю, как можно откладывать часть суммы. А твои дети умеют экономить? Сын старается, а дочка любит тратить сразу. Может, стоит объяснить про цели накопления? Да, я иногда завожу с ними такую беседу. В Финляндии есть традиция давать больше денег подросткам. Там дети учатся планировать свой бюджет сами. Интересно. В России суммы обычно небольшие. Ты даешь деньги просто так или за помощь по дому? Иногда даю просто так, иногда за помощь. Мой брат дает только за хорошие оценки. Я думаю, важно учить детей ответственности. Согласна. А твои дети спорят из-за денег? Иногда. Тогда я объясняю, что деньги не главное. Молодец. Это хороший урок для них. Спасибо. А ты бы как давала карманные деньги? Я бы давала немного каждую неделю и училась считать. Хорошая идея. Я, пожалуй, так и попробую сделать. Здравствуйте. Все ли в порядке с моей машиной? Здравствуйте. Я только что закончил техосмотр. Спасибо. Какие есть проблемы? В целом, машина в хорошем состоянии. Ну, есть несколько замечаний. Что именно нужно починить? Во-первых, ваши передние тормозные колодки изношены.
это опасно ездить так. Пока не очень, но лучше заменить их скоро. Понятно. А как с шинами? Передние шины почти новые, но задние уже старые. Им осталось примерно 5000 километров. Я могу купить новые шины у вас? Конечно, мы можем заказать и установить их. Сколько все эти работы стоят? Замена тормозных колодок — 3500 рублей. За 2 новых колеса — 8000 рублей вместе с работой. Хорошо. А другие проблемы есть? Вы должны заменить задние фонари. Одна лампочка не работает. Это обязательно для техосмотра? Да, без этого нельзя пройти техосмотр. Сколько стоит заменить лампочку? 200 рублей. Работа — 100 рублей. Я заметила странный шум при торможении. Вероятно, это из-за старых колодок. Понятно. Тогда давайте их поменяем. Хорошо, заменим все сегодня. Когда можно будет забрать машину? Вечером после 5. Я позвоню вам. А если нужна будет повторная проверка? Если все почините, контроль пройдет без проблем. Спасибо вам большое, Иван. Пожалуйста. Кстати, вы знали, что в России ежегодный техосмотр обязателен для всех машин? Правда? Спасибо. Теперь знаю. Хорошего дня. И вам удачи. До вечера. Привет, Ольга. Спасибо, что зашла ко мне. Привет, Иван. Рада тебя видеть. Что нового? Хотел поговорить с тобой о Маше. Что случилось? Все хорошо с ней? Она хочет бросить секцию по плаванию. Мой, почему? Уже не нравится плавать? Говорит, что устала и не видит смысла. Может, это просто усталость после школы? У Маши много других занятий? Да, у нее есть еще рисование и английский. Много для одного дня. Может, стоит уменьшить нагрузку? Я тоже так думаю, но плавание полезно для здоровья. Это правда. Многие дети в России любят плавать. Раньше Маша ходила с удовольствием. Может, ей просто нужна небольшая пауза? Возможно, но тренер советует не бросать. А как насчет стоимости секции? Не слишком дорого? В месяц 5000 рублей. Немало, но мне не жалко. Понимаю. А у Маши есть друзья в группе? Да, есть Аня и Костя. Они хорошие ребята. Иногда друзья помогают не бросать занятия. Но если Маша не хочет, я не могу заставлять. Согласна. Главное, чтобы она была счастлива. Может, она хочет попробовать что-то новое? Вчера она говорила про танцы. О, в Москве много школ по танцам. Я видел объявление недалеко от дома. Интересно.
А расписание удобное? Кажется, занятия 2 раза в неделю вечером. Тогда ей будет легче отдыхать после школы. Я с ней поговорю еще раз вечером. Главное — поддерживать ее выбор. Спасибо за совет, Ольга. Пожалуйста, Иван, передай Маше привет. Привет, Кристина. Ты уже собираешься в душ? Да, Сергей, я люблю принимать душ вечером. Интересно, а почему вечером, а не утром? После долгого дня хочу смыть усталость и расслабиться. Понимаю. Я, например, всегда принимаю душ утром. Правда? Тебя это бодрит перед работой? Да, горячая вода помогает проснуться и взбодриться. Я понимаю, но мне вечером приятнее. Кстати, ты занимаешься спортом после работы? Да, я хожу в спортзал пару раз в неделю. После тренировки душ особенно приятен. Согласна. Спорт делает душ особенно нужным. Но в выходные я иногда принимаю душ утром. В выходные у тебя больше времени, да? Да, можно не спешить и наслаждаться душем. В детстве моя семья всегда принимала душ вечером. У меня было похоже. Это как семейная традиция. А у вас был душ или ванная? В квартире в Москве была только ванная. Знаю, в старых домах часто только ванна. Теперь мне нравится современная душ-кабина. Мне тоже. Экономит воду и время. А перед сном душ помогает мне лучше спать. Ты знаешь, в Японии тоже любят вечерний душ. Да, я читала. Это помогает снять стресс. Я иногда слушаю музыку во время душа. Я пою в душе. Это мой маленький концерт. Здорово. Я боюсь разбудить соседей. Сегодня ты идешь в душ первым или я? Давай ты первая, я еще попью воды. Спасибо, Сергей. Я быстро. Не спеши. Наслаждайся вечером. Папа, можно я возьму нашу машину в субботу? А куда ты хочешь поехать, Марина? Я хочу поехать к Ане в Москву на выходные. Хорошо. А когда ты планируешь уезжать? Я поеду утром в 9 часов. Можно? В 9 утра? Это рано. Ты выспишься? Да, я лягу спать пораньше. Все будет хорошо. Ты уже знаешь дорогу до дома Ани? Да, я посмотрела маршрут на карте. Это недалеко. Запомни, на шоссе часто бывают пробки. Спасибо, пап. Я поеду осторожно и медленно. Смотри, чтобы в машине был полный бак бензина. Я проверю это перед выездом. Не волнуйся. Где лежат ключи от машины? Я не вижу их. Вот ключи, держи. И не забудь документы. Спасибо.
Я возьму права и страховку с собой. Куда ты собираешься парковать машину? У Ани возле дома есть парковка. Там безопасно. Сколько ты пробудешь у нее? Я вернусь домой в воскресенье вечером. Не забудь позвонить, когда приедешь туда. Конечно, я позвоню тебе, как только приеду. В России важно всегда соблюдать правила дорожного движения. Я знаю, папа. Я всегда пристегиваюсь ремнем. Береги себя, особенно на переходах и светофорах. Я буду очень внимательна и аккуратна. Могу я включить радио в машине? Да, только делай громкость не слишком большой. Я люблю слушать музыку в дороге, но буду осторожна. Если увидишь плохую погоду, остановись и подожди. Поняла, папа. Спасибо за советы и доверие. Удачной поездки, Марина. Хорошо отдохните с Аней. Спасибо. Я верну машину в целости и сохранности.